Всем привет! Рад приветствовать вас в этом необычном путешествии по миру Wuthering Waves. Сегодня мы отправимся за горизонты привычных представлений и окажемся в самом центре загадочной организации Черные берега. Мало кто знает, что этот укутанный цифровым туманом архипелаг не просто отдаленное святилище, а целый мир, живущий по собственным законам. Здесь сливаются воедино передовые технологии, высокие цели и тайны, которые даже опытным исследователям не всегда удается разгадать. Вместе мы узнаем ключевые локации черных берегов, от жилых пространств, где сотрудники восстанавливают силы, до подземных галактик и особых зон, где заодно исследуют феномен плача и другие аномалии. Мы увидим, как система Тетис перерабатывает огромные потоки данных, превращая их в звездный пейзаж где-то под землей. Окажется ли эта организация героями, скрытыми спасителями мира? Или, возможно, несет в себе нечто большее и опасное? Приготовьтесь узнать, как острова, созданные на глыбах уникального минерала тассетита, могут в буквальном смысле переворачивать ваше представление о возможностях человечества и его союзниках. Так что устраивайтесь поудобнее, друзья. Мы пройдем через таинственный туман, закружимся в потоках цифровой энергии и прикоснемся к тем пластам реальности, о которых в обычных библиотеках написано лишь двумя-тремя строчками. Добро пожаловать в Черные берега, место, где восходят и гаснут звезды, а судьба всего мира может решиться в глубине подземной галактики. Происхождение и загадка. Черные берега базируются на отдаленном одноименном архипелаге, расположенном на огромном слое минерала под названием тассетит. Эта территория, по сути, отрезана от внешнего мира, окутана непроглядной цифровой дымкой, или некой силой ее напоминающей. И лишь немногие могут похвастаться тем, что видели ее собственными глазами. Однако, несмотря на глубоко укоренившуюся тайну, существует один неоспоримый факт. Черные берега созданы с поистине грандиозной целью – спасением всего мира. С первого взгляда может показаться, что подобная миссия звучит героично, а то и бескорыстно. Но мотивы и способы, которыми Черные берега осуществляют свою деятельность, остаются во многом неясны. Приблизится ли день, когда туман рассеется, или обитатели архипелага снова выйдут на связь с широким сообществом? И если да, то в каком свете они предстанут перед остальным миром? Станут ли они спасителями или чужаками, несущими тяжелое древнее бремя, о котором никто толком не имеет представления? Запечатанный архипелаг. Не каждый может попасть на Черные берега, и на то есть веская причина. Этот уединенный край попросту недоступен обычными путями. Частоты, исходящие от массивных залежей тассетита, а также пелена неестественного тумана, окутавшего остров, делают всякую попытку приблизиться практически невозможной. Подобно этому, связь с внешним миром фактически прервана. Только те, кто признан или приглашен Черным берегом, способны найти безопасный путь в эти скрытые владения. Внутри этой неестественной крепости из тассетита Черные берега поддерживают контакт с миром через особую ниточку жизни, систему маяков. Она предоставляет собой специализированную сеть, позволяющую обходить помехи и передавать сообщения за пределы архипелага. Многие сомневаются в истинной мощности такой системы, но для организации, привыкшей вести тайные дела, это остается лучшим, а возможно и единственным каналом связи с внешним миром. Иерархия и основные роли. Несмотря на, или возможно благодаря своей закрытости, Черные берега преследуют масштабную цель – противостояние разрушительной силе плача по всему континенту и за его пределами. Структура организации кажется обманчивой и простой, но каждая ветвь тщательно оберегает свои секреты, что обеспечивает эффективную работу всей системы. Консультанты. Во многих землях консультанты известны своим разноплановым опытом и навыками. Их по праву считают посланниками и полевыми агентами Черных берегов. Говорят, что они одинаково умело преодолевают как трудно проходимые регионы, так и напряженные дипломатические ситуации. И всех объединяет одно – общее стремление сдерживать угрозу плача, координируя ресурсы и тактику в различных уголках мира.
Носители цветка. Что ближе к дому, так это носители цветка, которые осуществляют управление самим архипелагом. Их основная задача – поддерживать порядок внутри черных берегов. Хотя порой они берут на себя выезд в другие страны, помогают в восстановлении разрушенных цивилизаций или исследуют феномен изношенных волн, если тот проявляется за рубежом. Если консультанты это открытое лицо организации, то носители цветка определенно ее спокойная, но надежная опора. Так, садовники. В окутанной тайной истории о пополнении рядов черных берегов нередко упоминают долгие проверки и некий ритуал. Однако в реальности всем этим занимаются садовники. Именно они формируют досье на новых кандидатов и обеспечивают, чтобы в организацию попадали лишь те, кто отвечает высоким критериям и вместе с тем ценит секретность. Можно сказать, они выращивают новое поколение консультантов и носителей цветка, которое продолжит дело черных берегов. Символы и тайны. Каждый член организации черных берегов носит при себе черный цветок. Особое растение, наполненное энергией архипелага. Это не просто эмблема. Только обладатель черного цветка может ступить на священную землю черных берегов. Подобный ритуал принадлежности лишь одна из многих составных частей строгой системы безопасности. Большинство членов предпочитает скрывать свою личность, никогда не раскрывая внешнему миру истинного происхождения своих технологий и деталей общей миссии. Говоря о технологиях, черные берега широко делятся своими передовыми наработками с союзниками по всему миру Solaris-3, стремясь усилить борьбу против плача. Однако даже старшие члены самой организации не могут с уверенностью сказать, какова истинная первооснова всех этих чудесных изобретений. Вероятно, подобная скрытность – ключ к защите не только их штаб-квартиры, но и иных более глубоких тайн. Хранительница берегов. В самом сердце архипелага подземной галактики черных берегов обитает таинственное существо, именуемое Хранительница берегов. Никто из ныне живущих не может подтвердить ее подлинную природу. Но говорят о древней сущности, чью роль зашифровали в скриптах системы Тетис, и которую можно перевести как «покровитель секретов». Хранительница выбрала это имя, дабы отобразить свою миссию – оберегать тех, кто отправляется далеко от берегов архипелага, и направлять их при возвращении. Некоторые полагают, что именно в этих сокрытых пещерах Хранительница берегов хранит ключ к разгадке глубинных тайн черных берегов. Каким образом их технологии идут вразрез с привычными представлениями? Почему миссия по спасению мира остается неизменно стойкой? И что дает архипелагу возможность скрываться за непроницаемой занавесой вихревого тасетитового тумана? А теперь давайте рассмотрим оборудование и технологии, лежащие в основе деятельности черных берегов. Если организационная структура служит венами и артериями этого потайного сообщества, то их изобретение по меркам Solaris-3 – настоящая кровь, питающая их миссию. Система предсказаний плача. Для начала важно отметить, что черные берега установили партнерские связи с разными странами мира в едином стремлении исследовать и сдерживать феномен плача. Эти союзы подкрепляются созданной на архипелаге системой предсказаний плача. В частности, в различных регионах установлены резонансные маяки. Вот это вот такие вот штуки. Геймплейно они используются как телепорты, но у них есть лорная, скажем так, основа, которые в реальном времени собирают ключевые данные о движении и развитии плача, помогая предвидеть потенциальные вспышки. Параллельно с этим по всему миру расставлены регистры наблюдения, отслеживающие активность стражей, зловещих существ, напрямую связанных с деструктивной природой плача. В самом центре события на архипелаге расположена обсерватория тассетов Дискорд. Находится она вот здесь. Вот она. Вот она, эта обсерватория, которая анализирует феномен тассетов раздора по всему Solaris-3. Она берет на себя сбор, хранение и передачу любых сведений, касающихся этих аномалий. Система Тетис – песочница цивилизационного моделирования.
Вершину технологической тайны черных берегов по праву занимает система Тетис. Сверхмощный компьютер, аналогов которому не существует. Она работает без видимого источника энергии. Не обнаружено ни ядра, ни питающих контуров. Система будто работает на пустом месте. Работает на загадочном языке программирования. Код системы крайне сложен, и даже лучшие специалисты черных берегов в целом признают, что не до конца понимают его устройство. Проекция звездного неба. Когда система Тетис обрабатывает информацию, результаты отображаются в виде звездного купола в обширных подземных залах архипелага, прозванных городом Вечной Ночи. При этом система Тетис не существует полностью в вакууме. Для ее работы в физическом пространстве задействованы специальные якоря и подземные центры обработки данных, которые по сути и удерживают воедино виртуальную реальность системы вместе с энергетической мощью Тассетита. Роботы черных берегов. Живые терминалы. Если представить систему Тетис как бестленный разум, то роботы черных берегов это ее руки и ноги. Каждый такой робот автономный терминал, напрямую подключенный к центральному ядру системы. У каждого робота есть уникальная личность. Каждая единица, согласно исследованиям, проявляет собственные черты характера, что вызвало интерес у психологов по всему миру. Q-роботы рассеяны по всему острову. Эти более компактные и растворенные роботы общаются с людьми с помощью закодированных частот, переводимых в человеческую речь, тем самым стирая грань между машиной и разумным существом. В пределах архипелага они работают как помощники, выполняя роль слуг, охранников, архивариусов и собеседников, оперативно воплощая в жизнь задумки и приказы черных берегов. Исследователи считают их новой расой, неотделимой от самой суперкомпьютера. Некрозвезда. Одним из самых необычных феноменов считается некрозвезда. Разновидность звездной матрицы, которая поглощает испорченные данные, подобно черной дыре. Современная наука о Тассетите до сих пор не объяснила природу этой бездонной гравитации и то, как она взаимодействует с ошибочными информационными массами. Пространственные якоря системы Тетис. Расположенные по всей поверхности и в недрах архипелага, пространственные якоря служат двум целям. Первое – это стабилизировать частоту. Они калибруют вибрации гигантского тассетита, чтобы воспрепятствовать неконтролируемому воздействию на окружающую среду. И второе – это изоляция и связь. Якоря удерживают виртуальную часть системы Тетис отдельно от обычной реальности и дают возможность передавать данные, благодаря чему на острове не нужно возводить Nexus башню. Концепция якорей заимствована из сферы до плача реакторных стержней, что говорит о склонности черных берегов к сочетанию старых инженерных набросок с футуристическими технологиями. Ну, в общем-то, в лоре и во время прохождения квеста на черных берегах мы узнаем, что это наш ГГ-модулятор, собственно, ну, то есть глава всех черных берегов, то есть всей организации, и сам же он модулятор, то есть тот, кто способен обрабатывать данные, информацию, которую создает система Тетис. И, собственно, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, если есть что прокомментировать, и посмотрите другие видео на моем канале.